İster burada olalım ister Fizan'da, her durumda verdiğimiz sözü yine de yerine getiririz. Zafer de bundan sonra işlerin başında olacak artık. Bazen sadece oğullar korkmaz. Babalar da korkar. Amcam geldi. Yahya, hırsın fazlası insana her şeyi yaptırtır ama sonunda getirir, biliyor musun? Zafer, lan oğlum düğününü göremedik. Düğününün fotoğraflarını görelim bari ya. Eve benim, otogara onun fotoğraflarını asacaksınız öyle mi? Ben bu gece karımı istiyorum. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Порадует ли Зульфикар Бея внезапный приезд Тимура? Узнает ли Рейхан, что Тимур неохотно принял Зафера за деньги? Что произойдет между Тимуром и Рейхан? Поверит ли Яхья, что Тимур – это Зафер? Придет ли Яхья в особняк Зульфикар Бея и заподозрит ли Зафера и Рейхан в отношениях? Спрячут ли они Зафера, когда Яхья прибудет в особняк? Как Яхья отреагирует на предупреждение Зульфикар Бея о его чрезмерной амбициозности? Будет ли Зафер обеспокоен близостью Тимура и Рейхан и создаст ли он проблемы? Неужели Зафер не может выйти из дома и боится быть убитым по той же причине, по которой Зульфикар Бей не может войти в комнату жены? Сможет ли Тимур приспособиться к этой жизни? Пошатнет ли брак Дерии и Баязита Яхья? Увидит ли Тимур танец Тимура на вечеринке со своим близким другом Юсуфом Рейханом и узнает ли он правду? Как отреагирует Тимур, встретившись взглядом с Юсуфом? Если Юсуф узнает правду, будет ли он убит, как предсказывал Зульфикар Бей? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Тимур привык к роли Зафера и жил этой жизнью ради своей семьи, а его брак с Рейхан стал настоящим браком, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! Хотя внезапное появление Тимура в особняке может показаться на первый взгляд радушным приемом, оно также вызовет глубокое беспокойство Зульфикар Бея. Зульфикар Бей не привык делиться ни с кем своей властью и господством в особняке. Приход Тимура поначалу будет воспринят им как спасение. Ведь наконец-то появится тот, кто способен взять на себя роль Зафера и поддерживать равновесие в семье. Однако, как бы она ни пыталась казаться сдержанной, присутствие Тимура напомнит ей, что ее собственный авторитет может быть поставлен под сомнение. Даже при удовлетворенном выражении лица в ее глазах будет сквозить постоянная настороженность и постоянный расчет. Таким образом, приезд Тимура станет для Зульфикар Бея одновременно источником доверия и потенциальной угрозой. Рейхан же окажется в гораздо более эмоциональном положении. Постепенно она поймет, что Тимур недобровольно принял роль Зафера, что он взялся за нее не ради денег. В ее глазах Тимур внезапно преобразится. Он перестанет быть просто ролевой игрой, эгоистом, он начнет видеть в ней человека, вынужденного нести бремя судьбы на своих плечах. Это осознание откроет новое окно в сердце Рейхан. Уязвимость в глазах Тимура придаст ей еще больше уверенности. С этого момента Рейхан не сможет удержать нити своего сердца, как бы ни пыталась взять себя в руки. События, которые разворачиваются между Тимуром и Рейхан, зажгут первые искры запретной и опасной любви. Оба будут знать, что игра, в которую они вовлечены, делает эту близость невозможной, но, несмотря на это, они не смогут удержаться от того, чтобы потеряться в глазах друг друга. Неспособность Рейхан скрыть биение своего сердца, особенно в сценах наедине, и постоянный, глубокий взгляд Тимура, вместо того, чтобы избегать ее взгляда, создадут захватывающее напряжение для зрителей. Совершенно другая картина предстанет перед Яхьей. Яхья всегда был скептиком и проницательным человеком. Он попытается выяснить, действительно ли Тимур Зафер, обращая внимание даже на мельчайшие детали. Он будет вызывать сомнения в его походке, речи и даже во взгляде на Рейхан. Эти сомнения превратятся в безответные вопросы в сознании Яхьи. Теплота, которую он видит между Рейхан и Тимуром, в частности, еще больше усилит эти вопросы. Поэтому он поспешит в особняк, проверяя свои глаза и слова, чтобы найти правду. Паника охватит всех, когда он прибудет в особняк. Возможность раскрытия секретов глубоко потрясет всех в особняке.
Поспешные шаги, предпринятые, чтобы скрыть истинную личность Зафера, создадут невероятный хаос. У Рейхан перехватит дыхание, а глаза Зульфикар Бея потемнеют еще больше. В этих сценах зрители почувствуют атмосферу надвигающегося краха. Если Яхья почувствует хоть малейшую подсказку, вся игра окажется под угрозой. Предупреждение Зульфикар Бея Яхьи: не будь слишком амбициозным, также создаст дальнейший раскол. Яхья воспримет эти слова как снисходительность и отчуждение. В его глазах это будет свидетельствовать о недоверии. Поэтому, хотя его лицо может казаться покорным, в нем будет нарастать гнев. Он пообещает себе: «Я покажу тем, кто мне не доверяет». Эта ситуация впоследствии пошатнет как баланс сил в особняке, так и верность внутри семьи. Зафер, с другой стороны, будет охвачен одновременно чувством заточения и ревности. Наблюдая за близостью Рейхан и Тимура, он не сможет сдержать свой гнев. Его внезапные вспышки крика и угроз усугубят беспорядки в особняке. Его ревность начнет причинять вред не только Тимуру, но и Рейхан. Это, в свою очередь, приведет к тому, что зрители увидят, как Зафер становится еще более опасным человеком. Страх Зафера оказаться запертым в доме и быть убитым на самом деле отражает страх, который испытывает Зульфикар Бей. Даже в своем собственном доме Зульфикар Бей, который не может войти в комнату жены и годами жертвовал свободой ради сохранения власти, разделит переживания Зафера. Эта параллель заставит зрителей почувствовать проклятие истории, передаваемое от отца к сыну. Тимур же, в свою очередь, будет с трудом адаптироваться к этой жизни. Как человека, дорожащего своей свободой и идущего своим путем, эта гнетущая среда загонит его в угол. Однако он будет стремиться казаться сильным внешнему миру благодаря своему уму и остроумию. Внутри него будет постоянное беспокойство, которое он будет вынужден скрывать. Тем временем брак Дерии и Баязита также будет омрачен браком Яхьи. Неиссякаемые амбиции Яхьи напрямую повлияют на их отношения. Поскольку Баязид сопротивляется давлению Яхьи, в Дерье возникнет страх. Их брак будет разрываться между борьбой за верность и власть. Когда самый близкий друг Тимура, Юсуф, увидит танец Рейхан и Тимура, это станет важным поворотным моментом. В глазах Юсуфа отразятся одновременно удивление и разочарование. Когда он встретится взглядом с Тимуром, между ними повиснет молчаливое, но глубокое молчание. Юсуф пытается осмыслить увиденное, а Тимур смотрит на него с мольбой, пытаясь успокоить. Если Юсуф узнает правду, начнется настоящая трагедия. Слова Зульфикар Бея: «Если тайна будет раскрыта, последует смерть», сбудутся. В этот момент Тимура ждет величайшее испытание. Он либо пойдет на все, чтобы спасти своего лучшего друга, либо пожертвует ею, чтобы сохранить тайну. Эта дилемма раскроет самые хрупкие и человечные стороны характера Тимура. Сочетание этих событий сделает историю мрачнее и напряженнее. Застряв между любовью, преданностью, ревностью и тайнами, герои будут вынуждены столкнуться как со своим внутренним миром, так и с играми вокруг них. Каждый их шаг будет создавать серьезные разрывы, которые затронут не только их самих, но и весь особняк. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.